Всем привет, друзья! С вами Инес, и это 5-й выпуск полной контры, который посвящается Лишраку. Этот персонаж порядком уже надоел всем, слишком уж сильный и противный герой. Хотя и не без слабых мест, нужно их только знать. Вот сейчас вместе с вами их и поищем. Как это часто и бывает, в войне с Лишраком главное подобрать грамотный пик. Поэтому сразу о нем и поговорим. Если вы идете в мид и скорее всего будете стоять против Лишрака, то на вас достаточно серьезная ответственность, так как Лишрак крайне силен в миде, и от того, насколько хорошо или плохо он закончит свою линию, часто зависит его игровой успех. И тут, собственно, начинаются первые сложности. Дело в том, что Лишрак является одним из самых сильных персонажей на центральной линии. Виной тому крайне сильная молния, которая имеет маленький монокост, маленький кулдаун, и вдобавок ко всему она не только пушит линию, но и очень активно наносит урон герою, который стоит против Лишрака. Стоять против Лишрака милишниками или героями без АОЕ-спиллов крайне тяжело. Каждый подход к крипам за мили-героя будет сопровождаться получением кучи урона. А если у вас нет АОЕ-спиллов, то вы будете постоянно находиться под вышкой, где добивать крипов не так приятно. Вдобавок к этому будет очень тяжело проверять руны. Хорошо против Лишрака могут чувствовать себя герои, которые способны делать примерно то же самое, что и сам Лишрак. То есть постоянно используют свои скиллы на крипов, быстро их убивая. Среди этих героев Лина, Зевс, Пугна, Виндрейнджер и Деспрофит. Каждый из них по-своему хорош. Например, вард Пугны вообще является определенный контроль Лишрака. Лишраку как на линии против этого варда неприятно стоять, так и по игре. До покупки БКБ Лишрак будет очень сильно страдать в драках, а это крайне здорово для нас, ведь очень часто Лишрак начинает быть опасным с одним лишь Бладстоуном. Против Пугны такие вещи не прокатят. А вот Лина чуть ли не лучше всех в игре чувствует себя против Лишрака в противостоянии 1 на 1. За счет своего огромного радиуса атаки она почти никогда не получает урона от молний. Лина способна также быстро отпушивать линию. К тому же Лишраку против Лины не приходится расслабляться. Любой ганк, и он легко может отправиться в таверну. Чуть менее хорошо, но при должном умении достаточно неплохо себя ощущают Shadow Fiend, Tinker и Пак. Они слегка страдают на старте, но с получением уровня начинают наверстывать упущенное. Еще неплохими вариантами могут быть Templar Assassin и Снайпер. Но тут ситуация таковая, что вы должны уметь очень хорошо ими играть, чтобы выстоять против Лишрака. Зато если это получится, оба этих героя доставляют Лишраку много головной боли. Не советую брать в мид следующих популярных мидеров: Разор, Вайпер, Queen of Pain, Шторм, Эмбер, Инвокер, а также абсолютно всех милишников. При игре за этих героев, так или иначе, у вас возникнут проблемы. С мидерами разобрались, а теперь переходим к кэрри. Основная проблема выбора кэрри против Лишрака в том, что большинство классических кэрри предпочитают много фармить и потом начинать активно действовать. Лишрак же навязывает свою игру очень рано. Он бегает по всей карте, кидает молнии, пушит ваши вышки. Когда Лишрак прибегает на войну с вами, у вас может еще не быть нужных предметов. Поэтому выбирать стоит среди тех кэрри, кто и без большого количества предметов может быть полезным. Еще я бы советовал отказаться от подавляющего большинства милишников и иллюзионистов. То есть мы исключаем Вивера, Свена, Алхимика, Легион Командера, Врейс Кинга, Хаус Найта, Вайлка, Вайда, Фантом Ассасин, Луну, Фантом Лансер, Нагу, Сларка, Террорблейда, Медуза, Мипа и Спектру. Неплохим выбором кэрри станут Doom. Он лишает возможности Лишрака использовать заклинания, а значит Лишрак превращается просто в большого крипа. Морфлинг. Крайне мобильный кэрри с большим уроном со скиллов и с руки. В отличие от многих других кэрри, может быть крайне эффективен с одним лишь БКБ, против которого у Лишрака фактически ничего и нет. Бристлбэк. Хоть и милишник, но очень и очень толстый. Он способен танковать спылы Лишрака на ранних и поздних стадиях в игре. Бладсикер весьма мобилен и обладает большим количеством как физического, так и других видов урона, а также Сайленсом. Сам по себе он может быть не так силен, но в комбинации, например, с Соломид Зевсом все меняется. Один из тех персонажей, кто также может купить себе быстрое БКБ и избивать Лишрака в драках. Еще один повод взять Бладсикера – не дать его противнику, так как комбинация Лишрак плюс Бладсикер является очень сильной. Герокоптер. Этот парень может потягаться с Лишраком в ранних драках за счет того, что также обладает огромным количеством разнообразного магического урона. Опять же, ему идет раннее БКБ, что очень круто против Лишрака.
Одним из самых эффективных кэрри против лишака может быть Хускар. Этот герой способен побеждать его, даже имея на порядок меньше предметов за счет своего магического резиста. Далеко не всегда люди помнят о том, что Хускар вообще есть в игре. Но вы-то не все, поэтому не забывайте, лишак, как любой чистый маг, боится Хускара как огня. Еще одним вариантом может быть антимаг. Конечно, антимаг является именно тем кэрри, который много фармит, но против лишака он хорош в первую очередь своим ультимейтом. Лишак тратит уйму маны в драках, соответственно, ультимейт антимага может просто взорвать его. А вместе с ним и пару союзников, оказавшихся рядом. При этом антимагу абсолютно ничего для этого не нужно, и за счет этого антимаг может быть полезен на старте и в середине игры. Ну а со временем лишак против антимага вообще воевать не сможет. Есть также один всеми позабытый герой, который может быть вполне себе интересным вариантом против лишака. Это Некрофос. Попробуйте Некрофоса против лишака, и вы не будете разочарованы. Кстати говоря, что очень интересно, многие из стандартных мидеров, которые в миде против лишака чувствуют себя слабо, могут быть неплохими кэрри против него. Я говорю в первую очередь про Вайпера, Коп, Шторма и Эмбер Спирита. Смело используйте их на позиции кэрри в случае необходимости. Наконец-то переходим к моим любимым саппортам. Хорошие саппорты против лишака — это рейнджевые саппорты, которые могут быть полезными, не особо влезая в драку. Лучшие варианты — Визаж и Рубик. Этих двоих я бы рекомендовал особенно. Рубик может воровать у лишака молнию и стан, а это очень крутые для него спилы. Визаж в основном воюет птицами, и вот эти вот самые птицы являются головной болью для лишака, ведь на них не работают его заклинания. Сайленсер и Скаймаг — достаточно неплохие варианты за счет сайленсов, которые сильно напрягают лишака. Пугна и Лина, взятые на роль саппорта, это не очень популярное решение, но на профессиональной сцене эти герои частенько играют как саппорты, и вот против лишака как раз таки они очень эффективны. Также достаточно неплохим выбором могут быть Шейкер, Вич-доктор, Шадоу-шаман, Леон и Дазл. Есть у меня еще пара предложений, которые не часто используются в играх, даже на про-уровне, но могут быть достаточно эффективны. Это Котл и Никс Ассасин. Котл хорош тем, что может неплохо защищаться от пуша лишака. Также многие очень сильно недооценивают Монолик. Для лишака без БКБ Монолик настоящая беда. Еще одним хорошим плюсом является возможность котлом купить Аганим и лечить всю свою команду от прокастов лишака. Никс является невероятно клевым героем против лишака за счет своего моноберна. Чем дальше идет игра, тем лишаку все тяжелее и тяжелее от этого моноберна. Например, у закупленного во все возможные слоты лишака моноберн может отнимать по 900 маны за раз. Не забываем, что кулдаун моноберна всего 4 секунды. Напоследок о предметах, которые необходимы против лишака. Обязательно обзаведитесь одним или несколькими глиммер-кейпами. Лишак наносит основной урон магии, и глиммер-кейпы его сильно конфлят. Очень хорошим приобретением будет ранняя мека на кэрри. Именно поэтому очень неплохи такие ребята, как Бристол, Вайпер и Некрофост. Мека идет им очень неплохо. Ранняя мека позволит на ранних стадиях принимать драки против лишака. А если не дать лишаку побеждать себя в начале, то он не так-то и силен в итоге. Еще одним важным предметом, о котором многие позабыли, является пайп. Постарайтесь сделать пайп на одном из саппортов или на герое на сложной линии. Хотя многие считают, что пайп теряет эффективность со временем, по факту это не совсем так. Защитить себя и свою команду от 400 единиц магического урона будет приятно даже в лейте. Неплохим предметом может быть также Blade Mail, но только собранный быстро, например, на кэрри типа Бристолбека. Ну и, конечно, БКБ на любом герое никогда не будет лишним против лишака. Ну что же, вот примерно такие у меня советы по игре против лишака, и я вам гарантирую, что если вы ими воспользуетесь, то играть вам станет гораздо проще. Удачи! И, кстати говоря, чтобы вы не забыли все то, что увидели в этом выпуске, теперь у нас появилась специальная шпаргалка, которую вы сможете найти в описании к этому видео.